just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Got that purple Lamborghini lurking. Всех приветствую на канале Майер, где я показываю ремонт своими руками Audi A6 C6. Кстати, это день 5. Ну так, не спеша, аккуратненько занимаюсь машиной. Ну вот сегодня зашел в гараж и подумал, надо бы снять поддон, картер масляный, вот этот двигателя. Все, что там можно промыть, сеточки, фильтра, ну все, что попадется. Итак, чтобы снять поддон, ну давайте вниз заглянем под машину. Чтобы снять поддон, мне потребовалось снять масляный охладитель, потому что его крепление прикручено к масляному поддону. Чтобы снять масляный охладитель, нужно снять кондиционер. А чтобы снять кондиционер, я не знаю, что еще нужно. Я открутил 3 болта, вот они. Лежат рядом с отверточкой. Откручиваются они головкой. Правда, не знаю, куда я ее положу. Ну, по-моему, на 13. У него 3 крепления. 1, 2, 3. Откручиваю и на себя выдергиваю. Открутил, вот теперь не могу вытащить кондиционер. Как на собранной машине, допустим, менять кондиционер, вот этот блок, не представляется, мне кажется, возможностями. Он ниоткуда не вылазит. Ни через верх, ни через низ. Но если только шланги, наверное, по месту открутить, и то он не вылезет. Чтобы вытащить его через низ. Так, я, наверное, плохо навожу и не показываю, да, в кадр. Вот он. Так. Чтобы снять его вниз, опять же надо открутить маслоохладитель. Вот гур я на веревочке подвесил повыше, чтобы не мешался. Теперь, когда сдернул с крепежа кондиционер, я его тоже могу приподнять, подвесить чуть-чуть повыше, чем он стоял в установочном своем состоянии, положении. И могу подлезть к верхним болтам маслоохладителя, чем я сейчас и займусь. Приподниму чуть-чуть кондиционер, насколько можно повыше, подлезу к болтам маслоохладителя, его откручу, сниму, после этого кондиционер вниз выпадет. Тем самым я смогу открутить масляный поддон, вот этот картер нижний. Чтобы картер отсоединить, надо там еще вот, значит, у нас датчик температуры и уровня масла, надо отсоединить штекер. И, скорее всего, там еще 2 крепления, которые держат хомутики там другого оборудования. Тоже открутить. Ну и все, а дальше проблем не вижу. Снятие поддона. В общем, ой, какой забитый мазутом маслоохладитель. Прям какая-то мазутища течет. Даже
такая густая смазка солидол. Все это надо промыть, потому что за несколько лет просто осела там мазута. Вот этот солидольная. Весь осадок, весь тяжелый вот этот, все, что в масле есть, вот эти тяжелые, весь грязный, все отмывать надо. Видимо, еще вот эти прокладки плохо держали, чуть-чуть подтекало под него. Вот так вот. Теперь можно открутить. Так, вот еще один крепеж. Вот по кругу надо пройти, посмотреть, где какие. Пока это не мешает. Вот это мы будем откручивать, вот эти болты по кругу. И будем снимать, значит, этот защиту картера, вот эту нижнюю часть, поддон. Все вот так вот. Раз, два, три, четыре. 4 и 5 снизу. 5 болтов. Маслоохладитель снимаем, промываем, отмываем его весь. Прокладочки проверяем, если что, меняем или на герметик садим. Вот так. Так, кондиционер успешно сняли. Вот 3 болта, посадочное место, кронштейн к двигателю. Если еще 3 винта выкрутить, можно снять кронштейн. Наверное, я это и сделаю. Выкручу еще кронштейн, чтобы там подобраться к двигателю, получше все поотмывать. Вот сам компрессор кондиционера. Свободное пространство после того, как демонтировал маслоохладитель, он просунулся и вышел наружу. Вот так он выглядит. Вот у него крепежные отверстия. Раз, два, три. Вот так. После установки на место и когда мы подцепим ремень, все уже поставим, рекомендуется предварительно 10 раз его по часовой стрелке прокрутить, чтобы масло, которое там скопилось, распределилось. Так, ну что, осталось пару болтов. Мы сдернем, значит, этот поддончик вниз.